Война все ближе. В Украине заявляют, что российские дроны на оптоволокне уже скоро могут долетать до города Сумы. Россияне продвигаются вперед. Кишинев обвиняет Москву в попытке дестабилизации ситуации в Молдове и переброски 10 тысяч военных России в Приднестровье, которые могут стать угрозой для Украины и НАТО. Детали заявления. Путин отверг предложение Зеленского. Его офис назвал террористами и заявил Трампу о неизбежном ответе на спецоперации СБУ. Предупреждение об атаке опубликовало и посольство Америки. Что происходит? Зеленский также отвергает ультиматумы Путина. На чьей стороне Трамп? Детали внезапного телефонного разговора между американским президентом и Путиным. Германия вновь призывает нанести удар по Москве. Польша выражает поддержку Украине. Финляндия продлевает режим чрезвычайного положения на границе с Россией, а Грузия хлопает дверью. Что известно о закрытии центра ЕС и НАТО в Тбилиси? Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. И начнем с ситуации в Сумской области. Украинские мониторинговые каналы подтверждают информацию о переходе под российский контроль двух населенных пунктов – Андреевка и Водолаги. Deep State пишет, что успех россиян заключается в большом количестве пехоты, которая стремительно продвигается вперед. И если российская Минобороны заявляют еще и о взятии населенного пункта Кондратовка, то украинцы говорят, что россияне находятся лишь в северной части этого села. Помимо этого, Deep State пишет о критической ситуации из-за того, что силы ВС РФ вышли на расстояние 20-25 километров, с которого они смогут атаковать Сумы FPV-дронами на оптоволокне. И такие попытки уже были. В Германии при этом следят за ситуацией на линии фронта и говорят, далее цитата, «Россия потерпит неудачу». Это слова министра обороны Писториуса. Он считает, что помощь, которая оказывается Украине в связке с обороной ВСУ, не даст возможности России победить. Каждый дюйм украинской территории, который они захватывают, обходится такой разрушительной ценой, оплаченной потерями, которые мы даже не можем себе представить. Тем не менее, Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей. Военный успех России не является ни неизбежным, ни ожидаемым. Путин мог бы положить конец этой войне прямо сейчас. О конце войны накануне вновь говорили и Зеленский, и Путин. И этого финала, судя по всему, не видно. Зеленский заявляет об ультиматуме, который ему поставил Путин. А Путин называет Зеленского террористом, с которым не ведут переговоры. Итак, по порядку. В Киеве заговорили о том, что вторая встреча в Стамбуле ничем не отличалась от первой. Зеленский назвал меморандум России, в котором говорилось в частности о выводе ВСУ из 4 областей Украины, неосуществимым. Все остальные пункты — это ультиматум, говорит Зеленский. Тем не менее, он предложил России вновь перемирие до встречи с Путиным, Трампом и Эрдоганом. Мы предлагаем встречу в любой день, начиная с понедельника. Почему перемирие до встречи лидеров? Потому что мы можем встретиться, и если не будет взаимопонимания, если не будет желания к деэскалации, если не будет желания и видения, как положить этому конец, то перемирие закончится в тот же день, оно может быть инициировано россиянами в одностороннем порядке. Пожалуйста, сделайте это. Путин, как я и говорил в предыдущем видео, собрал совещание правительства и уже там впервые прокомментировал ситуацию на ЖД-дорогах и подрывы мостов в Курской и Брянской областях. События он назвал терактами, а офис Зеленского – нелегитимным киевским режимом и отверг предложение Зеленского. И в то же время просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток. Просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которая будет использована для накачки режима западным оружием? При этом Путин ни слова не сказал об атаках на аэродромы, а вот российский МИД считает, что все события, которые произошли в РФ, прошли не без помощи западных сил. Доказательств при этом не озвучили. Лавров говорил о срыве переговоров. Несмотря на все это, Владимир Иванович, и несмотря на новые крупные преступные провокации в последние несколько дней, я бы считал важным
не поддаваться на эти провокационные действия, явно нацеленные на то, чтобы сорвать переговоры и продолжать получать вооружение из европейских стран. Все средства, включая переговоры для достижения справедливых целей специальной военной операции, я считаю, необходимо задействовать. СБУ тем временем опубликовала почти 5-минутный новый ролик о том, как происходила спецоперация «Паутина». На кадрах показаны удары по стратегической авиации России. В частности, и кадры уничтожения уникальнейших самолетов РФ А-50. И если Путин публично не вспоминал об атаках на авиацию, то говорил об этом с Трампом. Внезапный, ранее не анонсированный телефонный звонок произошел вечером. Трамп предупредил, что Россия ответит на эти удары. Путин его уже предупредил. Я только что закончил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился примерно 1 час и 15 минут. Мы обсуждали атаку Украины на российские самолеты, стоявшие на аэродромах, а также различные другие атаки, которые происходят с обеих сторон. Это был хороший разговор, но не тот, который немедленно приведет к миру. Президент Путин твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы. Помимо этого сообщения, Трамп запостил и ссылку на статью, в которой говорилось о том, что Конгресс США может дать американскому президенту рычаги давления на Путина. В РФ же после звонка заявили, что Америка не знала о спецоперации СБУ, по крайней мере, в этом уверял Путина американский президент. Эта тема тоже была затронута, причем Дональд Трамп вновь подтвердил, что американцы не были об этом заранее проинформированы. На такие внезапные переговоры отреагировал и Зеленский. Он прямо не упомянул Трампа, но намекнул, что недоволен тем, что Трамп просто предупредил мир о том, что Путин нанесет удар, но никак его не остановил. И если сильные не останавливают Путина, это означает, что они разделяют с ним ответственность. А если они хотят, но не могут его остановить, Путин больше не будет считать их сильными. Интересно, но перед официальным заявлением Белого дома и Кремля о том, что Путин и Трамп созвонились, а президент США еще и анонсировал ответ Москвы, консульское бюро Госдепа США в Украине выпустило заявление, в котором призывает американцев, которые находятся на территории Украины, не игнорировать воздушные тревоги, ведь существует высокий риск атак, когда именно и чем не указано. Посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять должную осторожность. Как всегда, мы рекомендуем быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги. В то же время Германия также призывает к удару, но уже по России. Речь вновь о санкциях, а не о ракетах «Таурус». В МИД Германии призвали ввести новые ограничения как можно скорее. Вот почему сейчас самое время усилить давление на Россию на всех уровнях, включая дальнейшие санкции. Мы выступаем за то, чтобы 18-й пакет санкций был введен как можно скорее. На этой неделе я также говорил об этом с сенатором США Грэмом, который сам ужесточает санкции США, и нам нужно координировать эти усилия. В Варшаве же считают, что останавливаться на полпути нельзя, поэтому военную поддержку Украине необходимо продолжить. Глава МИД Польши Сикорский считает, что Путин не изменил своей тактики. Обсуждая наиболее важный вызов на данный момент – агрессию России против Украины, мы согласны, что Россия, к сожалению, не меняет своего подхода. Они говорят о мире, но используют тактику затягивания и уклонения, одновременно усиливая атаки. Важно поддерживать высокий уровень поддержки Украины и продолжать поставки вооружений, особенно в свете окончания пакета поддержки США. Друзья, как воспринимаете такой внезапный телефонный разговор Трампа и Путина, их комментарии на спецоперацию СБУ, что удивляет или не удивляет? И как считаете, возможны ли дальнейшие переговоры, в частности между Зеленским и Путиным, после тех заявлений, которые прозвучали как в Киеве, так и в Москве? Напишите свое мнение в комментариях. Финляндия продлила режим чрезвычайного положения на границе с Россией. Парламент одобрил продление закона, который позволяет стране отказывать в убежище мигрантам, пересекающим границу с Россией, и немедленно отправлять их обратно. Решение было принято на фоне продолжающегося противостояния с Москвой и обвинений в гибридной атаке с использованием потока мигрантов. Финские власти заявляют, что Кремль сознательно направляет беженцев к границам ЕС. Правительство Финляндии обратилось к депутатам с просьбой продлить чрезвычайное
чрезвычайные меры еще на 18 месяцев, до конца 2026 года. Закон о границе принят, но с трудом. Спасибо большинству, которое думало о лучшем для Родины. Финляндия, напомню, закрыла все пассажирские пограничные переходы с Россией еще в конце 2023 года, а сам закон о чрезвычайных мерах был впервые принят в июле 2024 как ответ на усилившийся напор мигрантов с российской стороны. Москва готовит военных для Приднестровья. Премьер-министр Молдовы Дорин Речен выступил с резким обвинением в адрес Кремля. По его словам, Россия планирует вбросить до 10 тысяч военных в сепаратистский регион Приднестровья и установить лояльное Москве правительство в Кишиневе. Речен заявляет, что Россия активно вмешивается в предвыборную кампанию в Молдове, где в конце сентября состоятся парламентские выборы. Цель – смена власти и курс разворота от ЕС к Кремлю, а заодно зеленый свет наращиванию военного присутствия на территории непризнанной республики. В интервью Financial Times Речен заявил и об угрозах для Украины. Можете себе представить, какое давление и влияние окажут 10 тысяч военнослужащих на юго-западную часть Украины? Но также это близко к Румынии, которая является членом НАТО. Сейчас в регионе официально находятся около 1500 российских военных, но по оценкам большинство из них это местные жители с российскими паспортами. Тем не менее, Кишинев считает и это присутствие незаконным и требует немедленного и полного вывода войск. Болгарский парламент превратился в поле боя. Депутаты пошли в рукопашную после одобрения перехода в зону евро. Столкновение произошло прямо в зале заседаний после того, как Еврокомиссия одобрила переход страны на евро с 2026 года. Решение вызвало бурю протеста со стороны ультраправой партии Возрождения, которая устроила акцию под лозунгом «Нет евроколониализму». На улице Софии при этом вышли тысячи демонстрантов. Тем временем в здании парламента депутаты от Возрождения попытались блокировать трибуну. Сончо Ганев, один из руководителей партии, толкнул депутата от проевропейской партии «Продолжаем перемены» Явора Бажанкова. После к конфликту присоединились и другие депутаты. Напомню, Еврокомиссия и Европейский Центробанк в официальном отчете заявили, Болгария соответствует всем экономическим критериям и может перейти на евро с 1 января 2026 года. Это сделает ее 21-й страной еврозоны и привяжет к валюте, которой уже пользуется 347 миллионов человек. При этом, согласно опросам, около половины населения Болгарии скептически относятся к переходу на евро. Люди опасаются роста цен и утраты экономического суверенитета. Грузия хлопает дверью. В Тбилиси после 20 лет работы закрывают Центр информации о НАТО и Евросоюзе. Это решение стало очередным тревожным сигналом об ухудшении отношений страны с Западом, пишет Рейтер. Центр, основанный в 2005 году, занимался просветительской работой, продвигая идеи евроинтеграции и сближения с Альянсом. Его здания на площади Свободы украшали флаги Грузии, ЕС и НАТО. При этом в Грузии заявляют, что сообщение о тотальном закрытии – неточность, ведь Центр вливается в структуру МИД. Несмотря на это, часть сотрудников уже уведомили об увольнении. Напомню, Грузия получила статус кандидата в члены ЕС в 2023 году. И с 2008 года НАТО заявляет о перспективе членства страны, при этом политический курс Тбилиси в последние годы меняется. Рейтер пишет о подавлении оппозиции, возобновлении контактов с Москвой, а также о торможении курса Грузии в ЕС. Друзья, спасибо вам за комментарии и за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.